Древний Египет– это не просто глава в учебнике истории, а живая легенда, которая до сих пор хранит множество своих тайн. Удивительные инженерные решения и загадочные артефакты, созданные тысячи лет назад, не перестают будоражить воображение и заставляют нас задаваться вопросами, как они это делали. Некоторые люди даже считают, что без помощи инопланетных цивилизаций тут не обошлось. Открытие новых артефактов – редкое событие, но когда это случается, мы словно заглядываем в прошлое, которое до сих пор надежно скрыто в песках пустыни. Сегодня мы расскажем о 15 самых необычных и шокирующих находках, которые удалось обнаружить в Египте в последние годы. Приготовьтесь удивляться, ведь эти открытия меняют наше представление о древнем мире. Прежде чем мы перейдем к основной части, хотели бы попросить вас о небольшой поддержке. Лайк и подписка будут лучшей благодарностью. Спасибо. Египет – это земля, где история и магия переплетаются. Эта страна веками вдохновляла исследователей, писателей и мечтателей. Несмотря на то, что археологи работают здесь сотни лет, Египет по-прежнему способен нас шокировать. В 2011 году на месте древнего города Аварис было сделано поистине жуткое открытие. Неподалеку от руин дворца археологи обнаружили 4 древних колодца. Внутри лежали человеческие кисти, 6 штук, отрубленных от тел. Все они были необычно крупными. И что самое странно, все были правыми. По мнению ученых, этим рукам около 3600 лет. Их находка дала нам первое физическое доказательство существования древнего, но довольно жестокого обычая. Воины или наемники в качестве доказательства своей доблести отрубали правую руку побежденного врага. Затем они приносили их царю в обмен на золото. После этого, как предполагают исследователи, руки просто выбрасывали в специально вырытые колодцы. Это открытие проливает свет на суровые традиции того времени и заставляет нас переосмыслить жестокость древних ритуалов. В истории Египта есть множество таинственных мест, но Саккара – одно из самых загадочных. Этот огромный некрополь был местом захоронения знати древнего города Мемфиса. За многие столетия здесь было найдено множество сокровищ, но самые важные находки – это тексты. Несколько лет назад, во время раскопок в Саккаре, археологи обнаружили впечатляющую коллекцию древних артефактов, пролежавших в песке более 2500 лет. Среди сотен саркофагов, статуй и мумий священных животных был найден особенно интригующий предмет – папирусный свиток, спрятанный внутри одного из саркофагов. Свиток, известный как свиток визиря, поначалу казался небольшим, но после кропотливой работы по его восстановлению стало понятно, что его длина составляет целых 15 метров. Он был исписан древними иероглифами, сопровождающимися изысканными рисунками. Перевод текста показал, что свиток содержит фрагменты легендарной книги мертвых, сборника заклинаний и гимнов, которые должны были помочь умершему найти дорогу в загробный мир и воссоединиться с богами. Этот артефакт, возраст которого составляет примерно 1150 лет до нашей эры, является потрясающим свидетельством древних верований и, возможно, содержит забытые знания, которые могут навсегда изменить наше представление о культуре того времени. Представьте себе, что вы идете по оживленному району Каира, где когда-то был древний город Гелиополь, и вдруг видите, как из земли достают гигантскую статую. Именно это и произошло несколько лет назад, когда международная группа археологов обнаружила 2 огромные древние статуи. Гелиополь был важным религиозным центром, посвященным богу солнца Ра. И эти находки возрастом около 3000 лет, как полагают, являются изображениями фараона XIX династии. Находка вызвала настоящий ажиотаж. Одна из статуй высотой 7 метров
была высечена из твердого камня – кварцита. Ученым удалось найти ее голову и нижнюю часть. Изначально было сложно определить, кто на ней изображен, но поскольку статуя стояла у входа в храм, посвященный Рамзесу Великому, считается, что это его изображение. Этот фараон был одним из самых могущественных лидеров Древнего Египта. Он расширил границы империи благодаря своим многочисленным военным походам. Но не менее интересна другая статуя, сделанная из известняка Кия. Она изображает Псамтика I, внука Рамзеса. Ее голова была найдена отдельно. Самое странное, что лицо статуи оказалось идеально симметричным. В древности, без современных инструментов и технологий, добиться такой точности было практически невозможно. Этот факт заставляет задуматься о том, какими инструментами и знаниями обладали древние мастера статуи. В 1868 году в археологический музей Загреба привезли мумию женщины нецарского происхождения. Она была обмотана древними льняными бинтами, покрытыми странным незнакомым письмом. Один коллекционер снял эти бинты и решил оставить их себе в качестве сувенира. Спустя годы эксперты музея обратили внимание на странные надписи. Лингвисты установили, что текст на бинтах не был египетским. Он принадлежал загадочным этрускам, могущественному древнему народу, который жил на территории современной Италии. Об их цивилизации известно очень мало, так как почти все их письменные источники были утрачены. Однако мы знаем, что именно этруски построили одни из первых настоящих городов в Европе и заложили основу для будущей Римской империи. Этот артефакт, получивший название «Загребская льняная книга», изначально был цельным полотном длиной около 3 метров, разделенным на 12 столбцов текста. Позже его разрезали на бинты. Эта находка – уникальная возможность прикоснуться к культуре этрусков и расшифровать их язык. Древние египтяне очень почитали животных, считая многих из них священными. Они даже удостаивали их чести мумификации. На протяжении многих лет археологи находили множество таких мумий. Одним из самых почитаемых животных был бабуин. Удивительно, но бабуины не были коренными обитателями Египта. Их привозили из далеких стран. Их часто держали в качестве домашних животных, и они занимали важное место в обществе. Сотни мумифицированных останков этих животных, обнаруженных археологами, свидетельствуют об их особом статусе. Бабуины часто изображались в искусстве Египта. На фресках и артефактах они выполняли человеческие задачи, собирали фрукты, играли на музыкальных инструментах и даже помогали полиции ловить преступников. Египтяне поклонялись им, связывая с богом мудрости Тотом, которого часто изображали с головой бабуина. Происхождение бабуинов связывали с таинственной землей Пункт, о местонахождении которой ученые до сих пор спорят. Возможно, мумии бабуинов в конечном счете помогут нам разгадать эту загадку и определить, где находилась эта древняя страна. Прошло уже столетие с момента открытия гробницы Тутанхамона, а Египет продолжает преподносить сюрпризы. Недавно в Саккаре, недалеко от плато Гиза, была найдена таинственная гробница, принадлежавшая малоизвестной царице по имени Нейт. Эта царица была связана с богиней войны Нейт и жила во времена Первой династии, но до этого открытия о ней не было практически никаких упоминаний. Эта находка может переписать историю и дать нам новое представление о жизни египетской знати. На протяжении многих лет в этом районе было раскопано сотни гробниц, включая захоронения ближайших соратников Тутанхамона. Их хоронили в богато украшенных саркофагах. Сейчас археологи обнаружили новую структуру пирамиды, которая, возможно, принадлежала царице Нейт. Хотя ее жизнь и смерть все еще остаются загадкой,
Исследователи надеются, что это открытие поможет пролить свет на ее роль в обществе и уровень власти. Примерно в 100 километров к югу от Каира, в жарком Фаюмском оазисе, археологи работают на огромном кладбище, где, по их оценкам, может быть похоронено до 1 миллиона человек. За 30 лет работы им удалось обнаружить около 1700 мумий. Они считают, что эти люди были захоронены здесь в период правления Римской и Византийской империи с по VI век нашей эры. Самое странное, что кладбище находится далеко от населенных пунктов, что делает его существование загадкой. Еще более необычным является тот факт, что мумии, похоже, были сгруппированы по цвету волос. Например, блондинов хоронили в одной части кладбища, а рыжих в другой. В отличие от знаменитых фараонов, эти мумии, судя по всему, принадлежат простым людям. Их хоронили в песчаной почве, без гробов и личных вещей. Среди них был обнаружен необычно высокий мужчина ростом более 2 метров 20 сантиметров с рыжими волосами. Ученые надеются, что это открытие даст им представление о жизни обычных людей в те смутные времена. В Каирском музее находится коллекция статуй, демонстрирующих невероятное мастерство древних скульпторов. Одной из самых впечатляющих является погребальная статуя фараона Хефрена, сына Хуфу, строителя Великой пирамиды в Гизе. Эта скульптура, чуть больше человеческого роста, была найдена 160 лет назад на дне колодца и считается одним из самых важных артефактов Древнего Египта. Статуя высечена из цельного куска очень твердого камня диорита, который по прочности не уступает граниту. Этот материал был крайне сложен в обработке и добывался в Нубии в 600 километрах от места захоронения, что требовало огромных усилий для его транспортировки по Нилу. Скульптура украшена множеством изящных узоров и рисунков, детализация которых кажется невозможной для тех времен. Это и другие подобные находки ставят под сомнение наши представления о примитивных технологиях Древнего Египта и заставляют задуматься, какими инструментами пользовались эти мастера, чтобы достичь такого совершенства. Саккара, несмотря на сотни лет исследований, по-прежнему хранит множество тайн. Одно из самых загадочных мест здесь – пирамида без вершины. Хотя археологи работают на этом плато уже более 200 лет, считается, что они раскопали лишь треть его сокровищ. Пирамида без вершины была впервые обнаружена в 1842 году, но вскоре была поглощена песками пустыни и оставалась потерянной более 160 лет. Сегодня от нее остался только фундамент. Вся территория усыпана остатками гигантских сооружений. Одной из странных особенностей этого места является пол, вымощенный травертином, редким видом известняка, который образуется в геотермальных источниках. Этот материал не добывался в Египте. Его привозили из Турции, а это около 1400 километров. Еще более загадочной является частично закопанная в песок темно-серая каменная коробка. Ее огромная крышка идеально пригнана к основанию, и на одной из сторон виден идеально ровный просверленный проход, для которого нет логичного объяснения. В другой соседней пирамиде был найден похожий ящик, сделанный из экзотической вулканической породы диорита. Для некоторых исследователей это явное доказательство того, что древние египтяне обладали какой-то утраченной технологией, о которой мы не имеем никакого представления. Одно из самых грандиозных открытий последних лет – это обнаружение 3000-летнего города, погребенного под песками пустыни. Историки назвали его «золотым затерянным городом», и он является самым большим древним городом, когда-либо найденным в Египте. Он был обнаружен
недалеко от Луксора, где находится легендарная долина царей. Этот город, известный как Атон, был построен во время правления фараона Аменхотепа II в период, который считается золотым веком Египта. По словам знаменитого египтолога Захи Хаваса, это открытие является самым важным с момента обнаружения гробницы Тутанхамона в 1922 году. Среди руин города были найдены статуэтки и украшения, принадлежавшие царице Тии, жене Аменхотепа II. Археологи уверены, что это лишь начало, и город хранит еще множество тайн, которые могут пролить свет на жизнь и быт Древнего Египта. В 8 километрах к северу от плато Гигиза находится загадочное полуразрушенное сооружение пирамида Джидефры, сына фараона Хуфу. Это место, известное как Абу-Раваш, изучается с начала XX века, но до сих пор остается загадкой. Самый интригующий вопрос – почему пирамида находится в таком состоянии? Ее верхняя часть полностью отсутствует. Сегодня от нее осталась только нижняя часть высотой около 10 метров. При этом считается, что по размеру она была такой же, как третья по величине пирамида в Гизе. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению, была ли она достроена или это был какой-то неизвестный солнечный храм, а не усыпальница. Еще одна странность – расположение пирамиды. Она находится далеко от традиционных мест захоронений, где покоятся фараоны и их семьи. Все это доказывает, что наши знания о Древнем Египте основаны на предположениях и догадках. Во время раскопок в древнем некрополе Кеста к северу от Каира египетские археологи обнаружили несколько гробниц. Внутри них находились плохо сохранившиеся мумии греко-римского периода, у которых во рту были странные кусочки золотой фольги в форме человеческих языков. Команда сразу поняла, что это уникальная находка, так как они нашли не только 2 уже разграбленных саркофага, но и один, который оставался нетронутым на протяжении веков. Внутри этой гробницы, помимо мумий с золотыми языками, было множество ценных артефактов. Древние бальзамировщики помещали эти золотые языки в рот умершим, чтобы те могли говорить с богом подземного мира Осирисом. Эти раскопки, начавшиеся 28 лет назад, продолжаются до сих пор, и археологи надеются найти новые артефакты, которые помогут нам лучше понять верования и быт древних египтян. В таинственных гробницах Саккары, древней столицы Египта, было сделано еще одно сенсационное открытие. Археологи обнаружили мумифицированные останки неопознанного мужчины, который был похоронен более 4300 лет назад. Он лежал в запечатанном каменном саркофаге на дне 10-метрового колодца. Мумия была завернута в несколько слоев золотой фольги, что сделало ее самой древней из когда-либо найденных мумий, полностью покрытых золотом. Мумия была одета в богато украшенную одежду. На голове была повязка, а на груди браслет. Это говорит о том, что при жизни этот человек обладал большим богатством и влиянием. Рядом с мумией были найдены и другие артефакты – керамика, статуэтки и амулеты. Все эти находки относятся к 5 и 6 династиям Древнего Царства. Они дают нам уникальное представление об искусстве и религиозных практиках того периода, о котором до сих пор известно очень мало. Это открытие также помогает нам лучше понять связь между фараонами и простыми людьми, жившими рядом с ними. Великая пирамида в Гизе – одно из самых величественных сооружений древности. Ее высота составляет 142 метра, а основание занимает около 13 акров. Она была построена из более чем 2 миллионов блоков, каждый из которых весил несколько тонн. Однако, несмотря на эти поразительные цифры, мы до сих пор очень мало знаем о ее строителе и о том, как она была построена.
С начала XIX века археологи обнаружили тысячи секретов, скрытых под песками Гизы. Но, как оказалось, еще больше тайн находится внутри самой пирамиды. Недавно ученые сделали сенсационное открытие. Они нашли ранее неизвестный скрытый коридор длиной около 10 метров. Это первая подобная находка за более чем 200 лет. Египетские власти объявили, что загадочный коридор расположен на северной стороне пирамиды, за большими известняковыми балками. Исследователи использовали высокотехнологичную технику, радиографию космических лучей, чтобы найти его. Они считают, что это открытие может стать одним из самых важных в 21 веке, но пока не ясно, что именно находится внутри этого таинственного прохода. Все эти удивительные находки доказывают, что Египет еще далеко не раскрыл все свои тайны. Нам остается только ждать, какие еще секреты откроются нам в будущем. Огромное спасибо всем, кто досмотрел этот выпуск. Ваша поддержка, лайк и подписка очень важна для нас. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе последних новостей и не пропускать наши новые видео.